начальник стал мне активно как бы доказывать то, что ты вот здесь вот не сделала кофе. И начал мне как бы искать какие-то поводы, чтобы ко мне как-то придраться. Мне это надоело, и в один момент я просто сказала: все, до свидания, я забираю зарплату и ухожу. Ну, сразу видно, что в компании нету должностных инструкций и нету регламента по работе. И нету автоматической кофемашины. Welcome guys to another episode of The Conversation. Today we're going to be talking about the workforce between employers and employees. Like the video and let us know what you think in the comments. Can I have my employers on the right and my employees on the left? If you agree, step forward. If you disagree, stay where you are. My work gives me opportunity for growth. Да, я считаю, что моя работа дает мне возможность развиваться. И в чем преимущество? То, что, будучи предпринимателем, у тебя, в принципе, нет никаких ограничений и границ. Ты можешь развиваться сколько угодно. Главное заниматься просто тем направлением, которое тебе самому нравится. Я тоже считаю, что каждый человек может развиваться, было бы желание. То есть ни работа, ни какие-то другие люди не могут ему запретить развиваться. В каждой компании есть руководители, которые будут только рады тому, что их сотрудники развиваются. Для меня в моей работе развитие постоянно, я постоянно учусь, посещаю разные тренинги. Когда ты решаешь разные задачи в компании, это тоже все время развитие. И еще я понял одну вещь за целый ряд лет своей деятельности, то что далеко не каждый человек хочет расти. И не потому, что вопрос ценности, стать руководителем, управлять кем-то, это далеко не каждому хорошо, это не всегда классно, это дискомфортно для большинства людей. Многие просто действительно хотят вот сесть на своем месте и делать свою работу хорошо. Кто-то хочет хорошо, кто-то не очень, это уже просто. Ну, я могу сказать, что у нас, в принципе, можно развиваться в плане старшее дело, либо менеджером тем же самым, но это решаем не мы, даже если у тебя есть какие-то идеи, даже если у тебя есть какой-то потенциал, то есть у нашего менеджера свой взгляд на это все, то есть девочки, которые есть старшее дело, но они в этом ничего абсолютно не смыслят. Есть девочки, которые 7 лет были в этой сфере, и их только сейчас повысили, но она на своем месте, то есть она уже это знала, она знает, как это все делать. А есть девочки, которые пришли месяц, она чем-то понравилась, я не знаю, внешностью какой-то своему нашему менеджеру, и ее поставили, уже повысили. То есть, к сожалению, даже если какая-то креативная идея, это все они присваивают себе. В принципе, я довольна тем, чем я сейчас занимаюсь. Но в плане повышения я не стремлюсь, потому что это бесполезно, и плюс это очень тяжело. То есть, получается, ты не можешь просить повышения, тебе его не дадут? Да, мне просто не дадут, даже если мне будут идти. То есть, получается, не дают повышения тем, кто интересен им? Да. Скорее всего, взятка получается? Даже не взятка, это личностные какие-то симпатии. Да, симпатии, да. Скорее, больше это. А для тебя это как временная работа, или ты на нее планируешь долго была? Меня, скажем так, немножко затащило в эту сферу. Я работала обычным продавцом там. Потом я начала учиться в плане парфюмерии, меня заметили, повысили в этом плане. Но как старшее дело я не стремлюсь, и я понимаю, как это тяжело. И на самом деле там очень много минусов в старшее дело, поэтому мне очень нравится. В плане сейчас, пока я на этой работе, пока меня все устраивает, и зарплата, и условия, но в будущем все-таки поменяю место работы. А если здесь предложат менеджерскую должность? Не пойду. Не пойду, там очень много минусов, которые, к сожалению, я не смогу с ними справиться. Наверное, чисто даже не по работе, а психологически. Да, правильно, из-за коллектива? Да. Меня зовут Касьяненко Евгений. Я являюсь сооснователем компании «Новая идея». Занимаемся мы наружной рекламой и различным креативом. Компания основана в 2006 году. На данный момент в ней работает около 30 сотрудников. Меня зовут Виктор Савченко. У меня на сегодняшний момент 3 действующих проекта.
это фотостудия, это несколько кафе, а также студия красоты. На сегодняшний момент работает 10 человек и большое количество людей на аутсорсинге. Меня зовут Сергей Пылыпев. Я собственник компании Graphics, производства сертифицированного оборудования для порошкового окрашивания и металлоизделия. Количество сотрудников у нас больше 50. I feel I'm underpaid. For employers, do you feel that there are some employees underpaid in your workplace? Начнем, наверное, с меня, потому что я представляю сторону, которая считает, что ей мало платят. Почему я так считаю? Моя личная работа, если пересчитать на время, которое сэкономила людям жизни, уже больше, чем моя личная жизнь. Поэтому я считаю, что в деньгах то, что я получаю, оно не соответствует действительности. Но это особенности конкретно моей отрасли, когда ты изменяешь определенные вещи. Хотелось бы, конечно, зарабатывать несколько больше. С другой стороны, далеко не у всех есть такая возможность работать на такой работе, где ты можешь действительно влиять на тысячи, десятки тысяч людей. Поэтому каждый должен задаться себе вопросом, что я делаю для того, чтобы захватывать больше энергии и менять жизни людей и, возможно, больше зарабатывать. Я бы сказал так, что на самом деле тут важна система измерения. То есть каждый из нас думает, что он недооценен. И на самом деле очень маленький процент людей думает, что он переоценен. Мы все думаем, ну что там, как-то чего-то не хватает. Даже вроде конечно. хорошо, вот, но хотелось бы больше. Это наша, на самом деле, человеческая такая сущность. Ну, лично я так думаю. И что касается там наших сотрудников, то я уверен так, с большинством у нас некий баланс. То есть, да, то есть все честно, нормально. Как мы считаем, что мы платим достойно, они считают, что им платят нормально, то есть все сбалансировано. Но в любом случае есть люди, которые в какой-то степени недовольны. Но самое удивительное то, что вот это недовольство, я говорю сейчас про нашу компанию и про свои личные наблюдения, вот недовольны, как правило, те, кто работает недостаточно качественно. Те, которые любят побольше покурить, побольше походить, побольше поразговаривать, а потом, слушайте, как-то что-то мало получилось. Почему? Потому что у нас, в принципе, с 90% сотрудников работа сдельная. То есть, чем больше ты сделал, тем ты больше получил. В любом случае, нужно по чуть-чуть зарплату повышать. И работодатель не всегда это чувствует. Да, бывают такие моменты. Но для этого есть элементарное общение. Конечно. То есть, когда работник приходит к работодателю и говорит, слушай, ну смотри, какая ситуация, вот, и я даю такие-то результаты. Просто если прийти и сослаться, ну знаешь, цены поднялись, подними мне. Не, как-то не очень. А когда ты приходишь, говоришь, смотри, В любом случае, вот ты должен... когда я пришел работать, я вот там зарабатывал для фирмы такую сумму. А вот сейчас, через год, я зарабатываю такую. Или смотри, я тебе сэкономил там столько-то миллионов, дай мне какой-то маленький процентик. То есть это совершенно другой подход к... Давай переформулирую твой ответ. Когда ты работаешь как наемный работник, бери и считай, что ты делаешь, и всегда записывай, что ты делаешь, чтобы у тебя была информация о твоем прошлом. Тебе намного легче разговаривать с твоим начальником, Абсолютно. когда у тебя есть история. Чтобы ты не пришел с белого листа и говоришь, я хочу больше денег. Да, Чтобы ты мог сказать, я вот зарабатываю, будь добр. во всем должна быть система измеримости. То есть измерение в чем-то, во времени, в деньгах, в каких-то единицах продукции, там, в скорости. Но когда человек приходит, я это подумал, мне кажется, я столько работаю и как-то несправедливо. Это ни о чем. А когда ты пришел и сказал, мы производим столько, увеличили столько или сэкономили столько, тогда это и есть четкая привязка. Еще вопрос. Да. У вас открытая информация о зарплатах среди работников или закрытая? Ну, то есть, например... Скажем так, она считается закрытой, но все в принципе знают. Скажем так. В среднем, понимаю. Я думаю, что, в принципе, у меня неплохая зарплата для моей работы. Во-первых, потому что у меня она несложная, у меня идет процент и ставка, то есть чем больше я продам, тем больше у меня получается зарплата моя. Продаю я очень хорошо, поэтому, в принципе, не жалуюсь. И плюс у меня есть бонусы, какие-то подарки,
Это тоже экономит мою зарплату. Плюс есть хорошие проценты на какой-то продукт, который я могу купить в нашем отделе. Поэтому я считаю, что в принципе достаточно я получаю за свою работу. Меня зовут Костя, я работаю в компании «Циклум». Моя позиция – Senior QA-инженер. В нашем проекте около 150 людей. Меня зовут Светлана, я работаю в компании G5 Entertainment. Моя позиция маркетинг-менеджер. В нашем офисе примерно 600-700 человек. Меня зовут Ксения, я работаю продавцом-консультантом в отделе косметики и парфюмерии «Фирзо». Наш коллектив состоит из 11 человек. Отношения наши изначально очень были плохие, мы очень долго искали контакт. Сейчас более-менее наладили, у нас как бы друг другу лояльность появилась. У нас не было раньше хорошего отношения. I have had bad experiences from people on the other side. У нас в компании тоже были разные случаи. Я хочу сказать, когда ты являешься лидером определенной отрасли, тебя постоянно стараются переманить твоих сотрудников, и иногда это связано с технологией, иногда это связано с заказчиками, и это не всегда приятно, к этому не относиться. Понятно, это опыт, но все равно он откладывается каким-то негативом. То есть тебя переманили человека, которого ты обучал там много лет, которому ты доверял, и это неприятно. Но мы двигаемся дальше и становимся еще лучше, и в такие моменты мы просто говорим тем сотрудникам, которые с нами, вот у нас есть возможность стать еще лучше. У меня были конфликтные ситуации со своими работодателями. Первый это был момент, я работала администратором в сфере обслуживания, и работу я свою выполняла очень хорошо, но ему не нравилось то, что я ему делала кофе-чай, когда он приезжал, потому что я считала, что рабочий момент это кого-то, сделать кофе-чай покупателю, посетителю, чем сделать кофе даже, он приехал, я не могу оставить, клиента, подожди, я сейчас тебя сделаю, улыбнусь тебе лишний раз, и буду у тебя в почете. Мы разошлись, слава богу, это не моя была работа, не мой работодатель. И второй момент, это наша новая старшая сейчас, где я сейчас на данный момент работаю. Она моя ровесница, пришла она так же, как и я в эту фирму, но ее повысили быстрее. У нее своя правда, она старается очень сильно ущемлять наших сотрудников. Меня она не трогает, потому что у меня другие немножко условия, слава богу. Мы очень с ней долго конфликтовали, не могли найти общий язык. И вот сейчас, наверное, месяц после карантина, слава богу, мы с ней нашли общий язык, мы лояльны друг другу. Я работаю, выполняю свою работу, она меня не трогает, и она тоже, соответственно, то же самое. А там, где история с кофе, ты ушла с работы из-за этой ситуации именно? Да, получается, меня начали, после этого мне сделали замечание неоднократно, что я не сделала кофе. В один момент я говорю, я была занята, как я могу сделать? А там была еще одна девочка, которая активно как раз-таки делала кофе, активно улыбалась. И сейчас она директор. Я не знаю, честно говоря, слава богу, я не знаю, как она живет, но она очень активно меня с ним обсуждала, и как это впоследствии узнавалось, она активно пыталась меня как-то подсидеть, подколоть, и после этого начальник стал мне активно доказывать то, что ты здесь не сделала кофе, и начал мне искать какие-то поводы, чтобы ко мне как-то придраться. Мне это надоело, и в один момент я просто сказала: все, до свидания, я забираю зарплату и ухожу. Сразу видно, что в компании нету должностных инструкций и нету регламента по работе. И нету автоматической кофемашины. Anyone can become rich if you work hard enough. Тут есть две составляющие. Первое, я считаю, что в принципе абсолютно каждый может разбогатеть. А второе, все-таки тут больше подходит пословица work smart, not hard. То есть тут не смысл в том, что нужно работать усиленно, стоять на заводе и крутить какие-то аппараты. Нужно работать умно. Кому-то это будет легче, кому-то это будет сложнее. Кому-то это будет практически недостижимо, а кому-то это вообще по-легкому пойдет. Но потенциально абсолютно любой может стать богатым. Важно не больше работать, а больше работать в нужном направлении. То есть, понятное дело, что если я дворник, я машу метлой, и я буду делать это больше и интенсивней, вероятность стать миллионером у меня крайне-крайне маленькая, то есть это меньше 1%. И то она всегда есть. То есть все зависит от того, какую цель человек ставит. И, возможно, даже из
этого усиленного труда может появиться какая-то бизнес-идея. Но в любом случае тут будет очень важный момент именно изменения характера своей работы. То есть не просто метлой махать, а уже взять кого-то еще, махать вместе, потом они махают вместо меня. То есть обязательно должна быть определенная эволюция труда, эволюция действий. Мне кажется, для бизнеса, чтобы построить, разбогатеть, нужно одновременно и думать, и нужны деньги. И это не 10 тысяч, не 20 тысяч, это нужно много денег, это вложить, плюс подумать, чтобы оно дальше пошло, плюс вкладывать постоянно в бизнес нужны какие-то определенные деньги, чтобы он опять же развивался. И тем более конкуренция так огромная, просто тоже минус в этом. Мне кажется, это очень тяжело, поэтому я так считаю. Можно начать бизнес вообще без денег. Я начал бизнес с кредитом на машину. К примеру, вот тот же был пример с дворником, начать бизнес. Ты машешь, ты позвал друзей, пошел в соседние дома и сказал, давайте я вас буду махать. Здесь вложений, здесь нет вложений. Получается, здесь речь о том, что человек, какой может разбогатеть, тот, который видит возможности. Вот, это правильно. Кто-то их видит, а кто-то их не видит. Да, потому что вопрос был изначально, любой ли может разбогатеть? Да, не любой. Тот, который умеет разглядеть возможность, да. Да, я считаю, что есть очень много людей, которые работают усерднее меня, но они двигаются либо не в том направлении, либо там что-то им мешает, либо у них некие мысли. Мы сейчас не сможем все препятствия, которые, перечислить все препятствия, которые у них есть. Но почему-то они меньше зарабатывают, чем я. И работают намного больше. Я еще могу сказать, тут важный момент правильного отношения к деньгам. И на самом деле, у нас есть на производстве парень, он работает у нас достаточно давно. У него, я знаю, очень большая заначка. Значительно больше, чем у многих наших сотрудников. И я не знаю, как, но знаю, что большая. То есть человек машину себе может купить легко. Но тут вопрос в чем? Он себе просто в жизни во всем отказывает. То есть он заработал, он зарабатывает, он откладывает. А для чего, да? А для чего? Бизнес выкупит потом. Инвестирует. Он у нас работает более 10 лет, и он живет на определенном минимуме. Он заработал денег, много заработал денег. Но они ему не нужны. Как ими пользоваться? Я не знаю. Просто А где лежат? Guys, do you feel at your place of work that you're making an impact? Конечно, потому что как программист ты всегда сталкиваешься с тысячами, десятками тысяч людей, и ты можешь поменять, придет ли человек в спортзал или не придет, будет у него боль сегодня или не будет. Поэтому, конечно. Я точно не знаю, потому что я хочу думать, что влияет, но это не факт. Потому что, возможно, Вселенная она двигается по своим законам, и на самом деле мы тут просто создаем видимость чего-то. По крайней мере, я это декларирую. Своей работой мы стараемся делать все хорошо, и в итоге, чтобы все приносить какую-то пользу. То есть у нас смысл нашей деятельности приносить пользу. Я работаю в игровой индустрии. Казалось бы, какая польза? Но вы знаете, когда в Америке были ураганы и всякие неприятные вещи происходили, нам в поддержку массово писали слова благодарности, и меня это, честно говоря, удивляло, потому что для многих людей погружение в их любимую игру, вы знаете, это, наверное, способ просто отвлечься от реальности. И поэтому, наверное, все-таки я скажу, что да, я тоже приношу какую-то пользу, потому что я связана с игровой индустрией. Да, главное найти себя, понять вообще, что тебе нравится. И это может быть все, что угодно. Даже если тебе нравится ничего не делать, лежать под пальмой, занимайся именно этим. Да, наслаждайтесь жизнью. Я бы хотел пожелать всем максимальной осознанности, чтобы было понимание, что те действия, которые ты делаешь, они действительно полезны и нужны либо тебе, либо кому-то. И жить по принципу быть причиной, а не следствием. И тогда я считаю, что наше общество будет жить хорошо, гармонично, и у нас все будет классно. И еще последний момент – это не то, чтобы не бояться, а наоборот, бояться. Но когда ты боишься не останавливаться, а идти на страх, потому что именно то, чего мы боимся, там заложен наш потенциал. Этот потенциал нужно использовать. Все, хлопаем.
Hope you guys loved this episode. We would love to see you back next time. So to do that, subscribe to our channel and let us know what you would like to see in the comment section. Also, if you would like to be part of the conversation, there is an application you can fill. You can just easily contact us or follow us on Instagram or Facebook, and we'll share more information when we have more episodes coming. See you next time.